О, машинист-то какой усатый. Да, мы все еще в Каппадокии. Это атака котов. Да, вот так вот одно неверное движение, и ты окажешься внизу. В общем, я не знаю, будет дальше дорога такая же или нет. Надеюсь, что дальше будет полегче. Какое-то у нас гиперприключение вышло. Кажется, просто моей смерти хочешь. Да ну как. Сердечного приступа или еще чего-нибудь. Ну что, Кайсери off, Каппадокия on. Мы закончили наше путешествие по склонам города Кайсери, RGS, и приехали в Каппадокию. Благо, она находится всего лишь в часе езды отсюда, мы не могли просто не проехать. Да, не сезон, да, прохладно, даже виден снег на крышах некоторых домов, но заскочить почему бы и нет. О, машинист-то какой усатый. Дайте интервью. Как вам здесь живется? Нормально? А вы как? Все хорошо? Да, мы все еще в Каппадокии. Это атака котов. Я понял, что это атака диких котов. Сейчас покажу вам вид из ресторана. Смотрите, везде сплошные террасы. В общем-то, такая вот небольшая локация. Сама по себе Каппадокия — это не одна какая-то локация, это целый городок, окруженный более маленькими городками. Это даже не городок, это парк. Может быть национальный, может быть еще какой-то, но тем не менее, примерно так оно и звучит. Вот кто-то здесь разместил домик. Я так полагаю, что он сдается, облагородил территорию здесь. Вот так вот. И примерно вот так вот выглядит вся эта история. Вот такой вот парк, который можно увидеть с воздушных шаров. На данный момент мы пока еще не имели возможности попутешествовать на шарах. Мы хотим оставить это на летний сезон, когда будет тепло, когда можно будет, в общем-то, задубеть пораньше с утра. Как вообще случилось, что мы оказались в какой-то глуши? Юляша хотела посетить городок, потому что там, в принципе, красиво, живописно. Но дорога, по которой мы ехали, оказалась перекрыта. Я сказал, зря, что ли, мы покупали такую машину, и мы поехали по проселочной дороге, которая привела нас вот в такие интересные дебри. Мне всегда было интересно, что здесь хранится такое. Я надеюсь, что меня тут никто с ружьем сейчас не шлепнет. Да, вот так вот одно неверное движение, и ты окажешься внизу. Но интереснее этого только что, может быть, залезть на скалу и упасть, как последний дебил. Но сглазить не хочу, но на скалу я полезу. А я еще высоты боюсь, так что... О, ядерная смесь. А здесь я смею предположить, что находится какой-то склад. Интересно, все выдолблено. Мы это все, конечно, трогать не будем, но все это очень даже интересно. В такие моменты начинает казаться, что в принципе вот эти вот сооружения сделаны искусственно, но это не так. Просто, если я правильно понимаю, порода достаточно мягкая и легко поддается деформации. В общем, Юляша предложила снять, я поддержал. Мы сейчас проезжаем по каньону. Вот та самая дорога, про которую я говорил. Это не просто дорога, это вот такое тонкое ущелье, в котором машина идет наперекосяк. Как вы можете заметить, вот это все зеркалами, скорее всего, оббито. И вот так вот по каньону мы шлепали. Вот, пожалуйста, здесь колесом я выезжал, цеплял. Это, конечно, очень неприятная поездка. И да, я понимаю, что это нифига не машинная дорога уже. Но когда мы сюда заезжали, она была машинная. Она была нормальная. И вот здесь, на этом участке, самое страшное было, что машина сейчас соскользнет и бочком смело уйдем в скалу. Потому что большой крен получается. Вероятность того, что машина скользнет, тоже присутствует. И это очень неприятно. Видите, сколько тут зацепов, всего остального. В общем, я не знаю, будет дальше дорога такая же или нет. Но надеюсь, что дальше будет полегче. Какое-то у нас гиперприключение вышло.
Кто тут пляжа снимает. Красивые виды. Кажется, просто моей смерти хочешь. Да ну как. Сердечного приступа или еще чего-нибудь. Потому что сегодня был трэш на гору, мы вбирали, чтобы на лыжах скатиться, там у меня руки и ноги тряслись. Сейчас, здесь. Не, ну здесь, да, я признаю, здесь, конечно, чуть-чуть пострашнее. У меня сегодня такие перепады эмоциональные были, что просто... Хо-хо-хо-хо. Прикольно. Утро. Мы все еще в Каппадокии. Как вы видите, вчера выпал снег, мы под него попали. Мы успешно прошли это испытание и едем смотреть город. Я очень хотел попасть вот в этот замок, который сделан из скалы. Ну, он не сделан из скалы, в общем-то, а скала это и есть замок. В скале сделали замок. Но поскольку там достаточно узкие проходы и очень крутые лестницы, я боюсь, что мне с Ариашей на руках сейчас будет не очень удобно, а она сама вряд ли туда поднимется. Поэтому я оставляю эту локацию для следующего путешествия. Вам обязательно покажу. А пока что давайте поговорим с местными жителями. Вообще, как они здесь живут, что происходит. Ну, в общем-то, они по-русски тоже не говорят. Так что было приятно познакомиться. А я пока приготовил для Юляши сюрприз. Она пока об этом не знает. Так что мы ждем. Каппадокия переводится как «страна прекрасных лошадей». Ее история начинается еще задолго до нашей эры. Было куча завоеваний этой местности. У нее на сегодняшний день даже нет четких границ, потому что в связи с этими как раз завоеваниями происходило много перемещений и всего-всего подобного. Поэтому вот эта прекрасная локация. Вот, наверное, в этом месте очень удачно смотреть на то, как летают шары. И вот, видите, вот этот диван заснеженный тоже очень классно сюда попал. Лошадей, конечно, мы здесь не видели, диких точно, но и образованных тоже не видели. Как минимум тех, которые читают. Поэтому остановимся пока на этих прекрасных горах. Это очень интересная локация. Здесь стоит побывать все-таки не только летом, но и зимой. Может быть, вы и не полетаете на воздушном шаре, но все-таки оно того стоит. Почему в стране прекрасных лошадей верблюды? Что они тут делают? Затесались. Ага. Не совсем летняя Каппадокия, это немножко другая история. Здесь не так тепло, все более белое. И вряд ли вам летом удастся посмотреть на всю эту историю. Как бы я рекомендовал поступить в данной ситуации? Зимой здесь можно кататься на лыжах. Буквально в часе езды отсюда находится курорт RGS. Едете туда, катаете на лыжах недельку, и потом на машине сюда приезжаете. На машине, на такси, неважно, на самом деле, на автобусе. И катаете здесь сколько угодно. Приезжать сюда просто покататься на шаре – это не совсем то. Я лично рекомендую взять машину на прокат на 1-2 дня, лучше на 2 дня, чтобы полностью все это увидеть, потому что гор вот этих здесь море, и сверху, конечно, на шаре вы все это посмотрите, но увидеть все это вблизи это гораздо интереснее. Я лично не рекомендую ехать тем маршрутом, которым мы вчера сюда забрались, потому что оттуда реально можно просто не выехать. Слава богу, наша машина позволяет это сделать, но даже мне было дискомфортно это делать. Вот туда вот в горы, лучше в холмы не забирайтесь. Вот если вы поняли, что дальше тяжело, лучше выехать. Мы не поедем больше кататься по вот этим вот ущельям. Как не понимаю? Вот так вот не поедем. Тут недавно говорил про лошадок. А вот и они как раз. Ну, какая красивая лошадка.
Я в лошадях, конечно, не разбираюсь от слова совсем. Для меня они все красивые. Какие-то более лохматые, какие-то более темные, какие-то пятнистые.